Всем добрый день, меня зовут Олеся, как всегда рада вас видеть на своем канале. Сегодня покажу две очень классные заготовки на зиму из черники. У меня черника лесная, ровно 1 килограмм, я ее уже промыла и вот так просушила на подносе на бумажном полотенце. Еще потребуется сахар полкилограмма и воды пол-литра. Из 1 килограмма черники будем делать две заготовки. Сок или сироп на зиму, здесь называют сок концентрированный. Скорее всего, конечно же, это сироп, который нужно будет потом разбавлять водой при использовании. И очень густое варенье будем делать. Итак, берем промытую чистую чернику, заливаем водой. Черники килограмм, воды пол-литра, чтобы была покрыта. Ставим на плиту и провариваем до закипания. Как только вот так активно начинает кипеть, снимаем с огня и процеживаем через сито. Все аккуратно процеживаем, слишком ягодки мять не нужно, те, которые лопнули, ничего страшного. Просто аккуратно всю воду сцеживаем через сито, чтобы вот эти ягодки остались как можно более сухие по возможности. Вообще, эта заготовка отличная, готовится буквально за 10-15 минут, а на выходе получаете и варенье, и сироп, который можно хранить зимой, конечно же. Итак, я вот так через сито аккуратно деревянной лопаткой все отцедила. И потом вот эти вот ягодки верну в ту же самую кастрюлю, в которой я их кипятила. А сироп отставим пока в сторонку. Возвращаю ягоды в кастрюлю и добавляю сахар. У меня получилось по весу ягод, если это кому-то важно. Исходный вес был 1 килограмм, а сейчас ягод осталось после того, как я их обварила, 460 грамм. Я сюда из общего количества сахара добавляю 150 грамм, ставлю на плиту и постоянно помешивая буду проваривать 15 минут. А сок, который мы отцедили, нужно обязательно пропустить через очень мелкое сито. У меня было в наличии только вот такое маленькое, поэтому не совсем удобно. Если у вас есть хорошее густое сито с густой сеточкой, процеживайте через него, конечно же, чтобы было удобнее. И в отцеженный сок очень много мелких косточек остается. И в отцеженный сок нужно добавить остатки сахара. У меня 350 грамм. Сока у меня получилось отцеженного 900 мл, и в него я добавляю 350 грамм сахара, ставлю на плиту. Помешиваю и довожу до кипения. Тем временем варенье у меня варится, уже фактически готово. Более 10-15 минут его проваривать не нужно, смотрите по нужной вам густоте. Посмотрите, какое густое, насыщенное варенье получается. Закатываю в стерильную баночку. Сок тоже закипает, можно убрать пенку, если желаете. Я не убираю, мне она абсолютно не мешает, и это никак не влияет ни на вкус, ни на что другое. Бутылки я уже тоже подготовила, простерилизовала. Сок после добавления сахара более 5 минут проваривать не нужно. Как только хорошо закипит, сахар полностью растворится, можно закатывать в стерильные бутылки и закрыть стерильными крышками. Я потом сок укутываю одеялом и отстаиваю до следующего дня. И посмотрите на выходе. У меня получается баночка варенья 380 мл. Варенье вот такое вот густое, очень вкусное. И 1 литр ровно сока. Вот у меня две бутылки. Одна бутылка 750 мл и вторая маленькая бутылочка 250 мл. Сок очень насыщенный. Сироп, как я уже сказала, даже его нужно разводить водой по вкусу. В кастрюле то, что осталось, какие-то остатки варенья и сиропа, не выбрасывайте ничего, не мойте, просто залейте кипяченой водой, верните на плиту, добавьте по вкусу сахар и получите очень вкусный морс. У меня получилось еще где-то пол-литра морса с остатков, которые вот остались на донышках, на стенках кастрюли одной и второй. Посмотрите, какой красивый сироп на выходе. Всем удачных заготовок. С вами была я, Олеся. До скорой встречи. Скоро увидимся. Не забудьте меня поддержать пальцем вверх. Всем пока.